Итак, многие из вас заметили, что я удалил свою страницу ВКонтакте, в которой было 120 тысяч подписчиков, галочка, она была верифицирована, и на которую постоянно ссылались интернет-СМИ. Причин несколько. Как бы я ни пытался ограничивать свои подписки друзей, все равно в мою ленту, в мое информационное поле залетали всякие мемасы и прочие глупости вроде нихуя и вейперов этих поганых, так что мне это очень не нравится. Мне кажется, что информации бывает много. И то есть информация имеет некоторые свойства вроде достоверности, типа актуальности, естественно, типа полезности. Так вот, бесполезная информация, она немножко, мне кажется, влияет на меня негативно. Вторая причина – это люди. Как бы я ни хотел, но объективная ситуация такова. Мне очень часто предъявляли претензию по поводу того, типа, о, подписчик Ларина. Блин, вы плохо сделали. Подписчик Ларина, он умственно отсталый, он ПТУшник, он школьник. Нет, дело в том, что ВКонтакте это среда, в которой люди стали уже на порядок тупее, чем те люди, для которых задумывалась эта соцсеть. Это была соцсеть для студентов. Поэтому я ухожу из той среды, которая, как известно, формирует сознание. Не хочу пересекаться. Нет, я не говорю, что вы все тупые мрази. Просто такие люди есть, и их, к сожалению, много. Следующий момент – структурные изменения соцсети. Когда Дуров ушел, с ним началось твориться что-то странное. Возможно, это нормальная эволюция любой соцсети, но мне стали предлагать слишком много ненужного. Ненужных людей, ненужных сообществ, ненужных игр, ненужного, всего на свете. А я пришел за определенными вещами, которые я для себя определил. Мало того, что я и так смотрю вашу рекламу, которая и так, сука, таргетированная, то есть они знают мою поисковую, видимо, выдачу или каким-то еще другим образом понимают релевантность новостей, которая может зайти мне в голову, то есть и ее подсовывают. Я не ставлю для ВКонтакте этот блок по определенным причинам. Мне перестала нравиться эта структура. Я заходил туда в 2008 году за другим. И, конечно же, очень важно лишние социальные связи. Вам в какой-то момент надо оборвать этот Гордиев узел, просто разрубить его, потому что за время, когда я находился в сети, особенно за время последних нескольких лет, образовалось огромное количество ненужных социальных связей. То есть это какие-то полудрузья, полуприятели, это любовницы, которым тяжело сказать, что ты уходишь от нее, ты бросаешь ее, просто она вроде держится где-то и держится на плаву и все такое, и в какой-то момент вот эти лишние связи надо просто избавиться. Вы не представляете, насколько шикарно вы будете себя чувствовать, насколько степеней свободы будет у вас больше, когда вы избавитесь от них. Евгений Красников. Мне бы очень хотелось надеяться, что наши правоохранительные органы и силовые структуры, у которых есть возможность получать любую информацию наших пользователей, делают это во благо и на защиту нашей страны. Прекрасно. Если слив такой переписки помог предотвратить серьезные последствия теракта, то может быть оно и к лучшему. Да, наверное, оно и к лучшему с точки зрения охраны государства и все такое, но чью переписку дают? Если мою, то мне не очень комфортно становится, потому что моя переписка – это мое личное пространство, это мои женщины, с кем я договариваюсь о каких-то интимных связях, например, мои друзья, с кем я, об интиме не очень часто говорю, то есть с женщинами, да, когда я склеиваю телку ВКонтакте, у меня сразу рождается огромный мир наших сексуальных взаимоотношений, и когда за мной кто-то подглядывает во время сексуального акта, это немножко пугает. Попробуйте представить, что вы занимаетесь коитусом, и мамка вошла в комнату. Так себе ощущение, не правда ли? Как показывает практика, это просто небезопасно. Вы только посмотрите, 100 миллионов учеток. Это не жук лапкой, понимаете? 100 миллионов, да, пусть 2013 года, да, люди оповещены. Но это произошло 3 года назад. Где гарантия, что что-то подобный взлом или слив не находится сейчас у каких-нибудь хакеров вот прямо в данный момент. И эта мысль меня пугает, что кто-то возьмет и натянет на себя мой аватар, мою сетевую жизнь, поэтому до свидания, ВКонтакт. Я ушел, и я больше никогда не вернусь. Не надо предлагать мне деньги, не надо предлагать мне девственниц. Может быть, я как-нибудь на секундочку залогинюсь снова, чтобы восстановить доступ, да, есть у вас такая функция. Это все для того, чтобы удалить какого-нибудь админа, сошедшего с ума из паблика. А пока что, да, ВКонтакте, прощай. Подписывайтесь на канал, потому что это один из немногих способов коммуницировать со мной. Есть еще Инстаграм, ВКонтакт, да, в общем-то, и все. Меня нет в Твиттере, поэтому действуйте
И, конечно же, делитесь роликом, ставьте лайк. Всем пока!